for the opportunity to present two of my latest research projects. Спасибо большое за возможность презентовать вам наши последние клинические данные. The title of this study is Stroke and Recurrent Hemorrhage Associated with Antithrombotic Treatment Following Gastrointestinal Bleeding in Patients with Atrial Fibrillation and Nationwide Cohort Study. Так, это первые данные по инсульту и геморражу, ассоциированному с риском кровотечения, ассоциированному с использованием антитромботической терапии у пациентов после уже состоявшегося гастроинтестинального кровотечения, пациентов с фибрилляцией предсердий, и это наше национальное когортное исследование. So the aim of the study was to examine patients with atrial fibrillation, treated with antithrombotic therapy, and subsequently suffering from a gastrointestinal bleeding. Задача стояла очень специфическая. Взять пациентов с фибрилляцией предсердий, которые получают антитромботическую терапию, на фоне которой уже случилось какое-то гастроинтестинальное кровотечение. This is a high-risk patient, and no randomized controlled trials have investigated how we should handle these patients after the gastrointestinal bleeding. Это пациенты высокого риска, которые оцениваются по данным всех рекомендаций. Мы хотим ответить на вопрос, как вести такого пациента, нуждающегося в антитромботической терапии, после состоявшегося гастроинтестинального кровотечения. However, doctors are left with the clinical dilemma whether they should restart antithrombotic therapy or not after the gastrointestinal bleeding. То есть мы попытались ответить на главную клиническую дилемму. Нужно ли возобновлять антитромботическую терапию после состоявшегося желудочно-кишечного кровотечения? So in other words, we need to clarify how we should balance the risk of stroke and the risk of rebleeding after the gastrointestinal bleeding. То есть, другими словами, мы должны взвесить риск инсульта и риск рецидива кровотечения после уже состоявшегося кровотечения. So the final aim of the study was to examine the risk of all-cause mortality, thromboembolism, major bleeding, and recurrent gastrointestinal bleeding following associated with restarting of antithrombotic therapy following a gastrointestinal bleeding in antithrombotic treated patients with atrial fibrillation. Основная цель исследования была изучить общую смертность, риск тромбоэмболизма, риск больших кровотечений и риск рецидива гастроинтестинальных кровотечений, связанных с возобновлением антитромботической терапии после уже состоявшегося гастроинтестинального кровотечения у пациентов с фибрилляцией предсердий, которые на фоне антитромботической терапии. So we used the Danish nationwide registries. Для этой цели мы использовали датские национальные регистры. In Denmark, all citizens are provided with a unique civil registration number, which allows us to cross-link information from several registries in Denmark. У каждого пациента в нашей стране есть индивидуальный регистрационный код, по которому мы можем отследить этого пациента в разных регистрах. So we use the following registries. Мы использовали следующие регистры. The Danish National Patient Registry holds information about all hospitalizations in Denmark. Это датский национальный регистр всех пациентов, госпитализируемых в стационарных странах. The Danish National Prescription Registry keeps information about all filled prescriptions in Denmark. Датский национальный рецептурный регистр, который отслеживает всех пациентов, которым выписываются рецепты. And the National Cause of Death Registry holds information about the date and cause of death. И датский регистр летальных исходов. And by combining information from these registries, I was able to compute and make the data analysis and do all the statistical analysis. Передо мной стояла сложная задача совместить все эти три крупных регистра и проанализировать эту информацию. The study period was from 1996 until 2012. Период наблюдения был с 1 января 1996
по 31 декабря 2012 года. And the statistical analysis were based on cumulative incidences and time-dependent Cox models. И статистический анализ работал на кумулятивной частоте событий и регрессионном модели, зависящем от времени. And now the results. И здесь результаты. We included 7,845 patients with atrial fibrillation discharged from a gastrointestinal bleeding. Мы включили 7845 пациентов, выписанных из стационара после гастроинтестинального кровотечения. After exclusion of some of the patients, for instance, patients who were not treated with antithrombotic medicine before the gastrointestinal bleeding. Затем мы исключили пациентов из этого списка, которые не получали антитромботическую терапию. We ended up with a study population of 4,602 patients. Таким образом, у нас получилось 4602 пациента. With atrial fibrillation, treated with antithrombotic medicine and suffering from a gastrointestinal bleeding. 4600 пациентов с фибрилляцией предсердий, с гастроинтестинальным кровотечением, который случился на фоне антитромботической терапии. So the mean age was 78 years and 45% was female in this study population. Средний возраст составил 78 лет и 45% было женщин. And the mean TET-VAS score was 3.6 and the mean HAS-BLED score 2.6. Средний ЧАТС-ВАСК составил 3,6, HAS-BLED 2,6. And this figure shows the cumulative incidences of one of the outcomes after the gastrointestinal bleeding. И эта таблица показывает кумулятивный риск после состоявшегося желудочно-кишечного кровотечения. On the x-axis we have time since the gastrointestinal bleeding, and the y-axis the cumulative incidences. По вертикали риск, по горизонтали время. So after the gastrointestinal bleeding, 2 years after, approximately 40% suffered from all-cause mortality. Через 2 года после состоявшегося желудочно-кишечного кровотечения 39% пациентов погибло. And the absolute risk of major bleeding was 17.7%. И абсолютный риск развития большого кровотечения через 2 года составил 17,7%. And the absolute risk of recurrent gastrointestinal bleeding was 12.1%, and the absolute risk of a thromboembolic event was 12.0%. Абсолютный риск развития тромбоэмболического события и абсолютный риск развития повторного кровотечения составил примерно 12%. And these results are for the whole study population. И это результаты для всей популяции исследований. But subsequently, we looked into restart of antithrombotic therapy. Но, как вы помните, мы смотрели принципиально на вопрос возобновления антитромботической терапии. The average packet size of antithrombotic medicine lasts for approximately 90 days in Denmark. Second? Oh, just the medicine lasts for, the packet size is approximately for 90 days. Длительность терапии в Дании составляет antithrombotic treatment. Длительность терапии составляет примерно 19 дней. 90 дней, да, прошу прощения. So to ensure the patients were categorized correctly into restart, because some patients might have some pills left from an old packet, we had to look into if patients had filled in a prescription of one or more antithrombotic drugs within 90 days after the gastrointestinal bleeding. Okay, just repeat once again, please. Okay, so 90 days after the gastrointestinal bleeding, within this period, we had to see if patients had filled a new prescription of one or more antithrombotic drugs. So patients were categorized to
correctly to restart or not restart. В исследовании отследили, правильно ли пациент выполнял рекомендации по приему терапии через 90 дней после состоявшегося события, то есть выписывались ли новые рецепты для этого пациента и продолжал ли он принимать терапию. And also we had to exclude patients who had one of the events within this 90 days blanking period. И также мы выделили отдельно пациентов, которые имели какие-то события, фактически исключили из исследования в течение первого 90-дневного периода. So we ended up with 3,409 patients. У нас получилось 3409 пациентов. And we found out that approximately 60% restarted single therapy. У нас получилось, что примерно 60% пациентов возобновили антитромботическую терапию. And 12% restarted dual therapy. 12% пациентов возобновили двойную антитромбоцитарную терапию. With an all anticoagulant drug and one of the antiplatelet drugs, or a combination with dual therapy of antiplatelets. 11% получали оральный антикоагулянт вместе с антитромбоцитарным препаратом, 1,5% аспирин с ингибитором пулиновых рецепторов. And we also found that 27.1% did not pursue any kind of antithrombotic medicine. И 27% пациентов решили не возобновлять терапию. And this is the baseline table. I just want to emphasize that patients who restarted all anticoagulation as single therapy had a TAT-VAS score of 3.3 and 2.6 was the HASPIT score. Это сравнительно Which was very similar to the one for patients who did not resume therapy. Это сравнительная характеристика пациентов. И хочу вам выделить пациентов, которые решили возобновить антитромботическую терапию, то есть вы использовали один препарат. Так вот, у них был по шкале ЧАТС-ВАС средний риск был 3,3, по шкале КАС-БЛЕД 2,6, и он был очень сравним с риском тех пациентов, которые не возобновили антитромботическую терапию после кровотечения. This figure will show the association between restart of antithrombotic medicine and one of the outcomes in the study. И это исследование показывает риск возникновения разных событий после начала антитромботической терапии после кровотечения. And patients who did not resume therapy was the reference group. И пациенты, которые не возобновили терапию, это была группа сравнения. And this side favors restart of therapy, and this one favors no restart of therapy. Левая часть слайда – это польза от начала терапии, а правая часть слайда – это отсутствие пользы от возобновления терапии. And we found that patients who restarted single therapy with all anticoagulation, they had the lowest risk of all-cause mortality. И мы, во-первых, увидели, что пациенты, которые начали терапию оральными антикоагулянтами, они имели наименьший риск общей смерти. And these patients also had the lowest risk of thromboembolism. И эти же пациенты имели наименьший риск тромбоэмболизма. We also looked into the safety outcomes of restart of therapy. Мы также посмотрели на вопрос безопасности, связанный с возобновлением терапии. And patients who restarted single therapy with all anticoagulation. Пациенты, которые решили возобновить терапию одним оральным антикоагулянтом, They had an increased risk of major bleeding. Они имели повышенный риск больших кровотечений. But none of the restarted groups had a statistically significant increased risk of a recurrent gastrointestinal bleeding. Но никто из пациентов, которые не возобновили терапию, не имели повышенного риска гастроинтестинальных кровотечений. So in conclusion, among patients with atrial fibrillation treated with antithrombotic therapy and suffering from a gastrointestinal bleeding, И вывод следует следующий, что
Среди пациентов, которые имели фибрилляцию предсердия на фоне антитромботической терапии, у которых случилось гастроинтестинальное кровотечение, the findings are that the absolute risk of all-cause mortality was 40% after gastrointestinal bleeding. Кумулятивный риск общей смерти для всех пациентов после кровотечения на фоне антитромботической терапии составил 39% через 2 года. And 27.1% did not resume therapy after gastrointestinal bleeding. 27% пациентов не возобновили антитромботическую терапию после кровотечения. And finally, restart of single therapy with all anticoagulation was associated with the greatest effectiveness and a relative safe use compared with non-resumption. И возобновление оральной антитромботической терапии было связано с большой пользой и относительной безопасностью в сравнении с теми пациентами, которые не возобновили антитромботическую терапию. This study has been published in д.м.н. in November 2015 with Professor Gislason, a senior author. And I welcome you to go ahead and read the paper. И это исследование было напечатано совсем недавно, в ноябре 2015 года в BMJ, где главным исследователем был профессор Гислсон. Я вас приглашаю прочитать это. After we did the other study, we found out that there's a paucity regarding fragile patients and how we should handle these patients. For instance, also after a traumatic injury. Следующей задачей после первого исследования было посмотреть, как необходимо вести пациентов, получающих антитромботическую терапию после травмы. So we did, and are still working on this study with the title "Stroke and Bleeding Risk in Patients with Atrial Fibrillation with Resumption of All Anticoagulation Following a Traumatic Injury, a Nationwide Cohort Study." И исследование называется «Инсульт и риск кровотечения у пациентов с фибрилляцией предсердий на фоне возобновления оральной антитромботической терапии после травматического эпизода». Национальное лабораторное исследование. The setup is very similar to the previous study. Дизайн очень похож на предыдущий. Patients with atrial fibrillation were examined and they had to be treated with all anticoagulation, being warfarin, rivaroxaban, dabigatran, and apixaban. Пациенты с фибрилляцией предсердий получали терапию оральными антикоагулянтами, варфарин, апиксабан, ривароксабан, дабигатран. And then they had to suffer a traumatic injury. А затем мы выделили тех пациентов, у которых случился какая-то травма. And again, we wanted to find out whether patients benefit most from restart of all anticoagulation or not. И дальше мы опять поставили перед собой вопрос, есть ли польза от возобновления терапии оральными антикоагулянтами после состоявшейся травмы. So the final objective was to examine all-cause mortality, thromboembolism, major bleeding, and recurrent gastrointestinal bleeding associated with restart of anticoagulation treatment after a traumatic injury. Задача была следующая поставлена: изучить вероятность смерти, тромбоэмболизма, или больших кровотечений, или оценить риск повторных травматических событий, связанных с возобновлением терапии оральными антикоагулянтами. And traumatic injury was defined as a traumatic brain injury, or a torso or abdominal injury, or a hip or femur fracture. В качестве травматических событий мы выбрали следующее: это травма мозга, травма головы, это травма грудной клетки или живота, и это перелом коленки или тазобедренного, перелом шейки бедра. And the study period was until 2015 in this study, and the analysis similar to the previous study. 15 лет мы наблюдали за этими больными, и статистический анализ мы использовали примерно конечно. And we had 14,000 patients. У нас было 14 400 пациентов.
And after exclusion, we ended up with 5,000 patients with atrial fibrillation treated with oral anticoagulation and subsequently suffering from a traumatic injury. И дальше мы выделили пациентов, которые получили травмы. Таким образом у нас получилось 5012. And we found that the all-cause mortality absolute risk was, at 2 years, was approximately 40%. И первое, что мы отметили, что абсолютный риск смерти в течение 2 лет составил 30 с небольшим, 35%. And the absolute risk of major bleeding and recurrent traumatic bleeding was similar and approximately 15% at 2 years. И абсолютный риск большого кровотечения или рецидива травмы был примерно схожий, через 2 года составил около 15%. And the absolute risk of thromboembolism and stroke was 8%. Абсолютный риск тромбоэмболических событий или инсульта составил 8%. Again, we had to use this 90 days blanking period. Дальше мы так же, как и в прошлом раз, взяли 90-дневный чистый период. So we had 3,635 patients we followed. And we saw that 12% resumed ANOA. Так, у нас получилось 3635 пациентов в итоге. Из них 12% пациентов возобновили терапию новыми оральными антикоагулянтами. And 63% warfarin. 63% возобновили варфарин. And 25% did not resume any kind of oral И anticoagulation. 25% не принимали никакой терапии после травмы. And the baseline table shows that median age was approximately 80 years. И видите, что по исходной таблице, что средний возраст пациентов с медианом составлял около 80 лет. We had more women than men in this study. У нас было, естественно, больше женщин, чем мужчин. And the mean THV score was 3.8 approximately. Приблизительно средний риск час-вас был 3,8. But the mean HASPET score was highest among patients who did not resume therapy, compared with patients who did resume oral anticoagulation. А вот риск кровотечения был, по HASPET, был наибольший среди тех пациентов, которые не возобновили антитромботическую терапию. Previous. И эта таблица похожа на предыдущую, которую я показывал ранее. Again, non-resumption is a reference group, Невозобновление терапии – это группа сравнения. and we found that patients who restarted warfarin or ANOA И мы увидели, что те пациенты, которые возобновили прием варфарина или новых оральных антикоагулянтов, had the lowest relative risk of all-cause mortality имели самый низкий относительный риск смерти compared with non-resumption. в сравнении с теми, кто не возобновил терапию. And the risk of stroke was also lowest among patients who resumed oral anticoagulation. И риск инсульта был также самый низкий у пациентов, которые возобновили терапию варфарином и новыми оральными антикоагулянтами. The bleeding risk among patients who restarted oral anticoagulation was increased, but this was not a significantly increased risk. Риск кровотечения повысился на фоне начала терапии. Это тренд, но тренд оказался статистически незначимым. So, in conclusions of this study, the absolute risk of all-cause mortality at 2 years after a traumatic injury was 37%. Первый вывод заключается в том, что кумулятивный риск смерти через 2 года после травмы составил 37%. 25% did not resume oral anticoagulation after a traumatic injury. В целом 25% не возобновили терапию после травмы. And also in this study, restart of oral anticoagulation was associated with the greatest effectiveness regarding the outcomes, all-cause mortality and stroke, and also showed a relative safe use regarding the outcomes bleeding.
И возобновление терапии оральными антикоагулянтами было ассоциировано с очень высокой эффективностью и относительной безопасностью. So the clinical implications and in summary, the overall conclusions are that patients who suffer from a gastrointestinal bleeding or a traumatic injury. И в целом общий вывод из всего, что я только что демонстрировал, заключается в том, что после гастроинтестинального кровотечения или травмы we should consider restart of all anticoagulation. Целесообразно возобновлять терапию оральными антикоагулянтами. But we also have, of course, to take the patient's conditions into account. Конечно, мы должны учитывать индивидуальные особенности состояния пациента. Thank you. Спасибо большое. Спасибо большое, Лайла. Замечательно совершенно. Это новые материалы, которые, может быть, мы одни из первых слышали. Знаете, в прошлый раз, когда мы были у вас в ноябре, нам было очень приятно, потому что у нас было очень много вопросов. Видите записок, видите просто вопросы. Сегодня у нас уникальная ситуация, когда мы можем выслушать ответы не только наших российских экспертов, но и международных. Пожалуйста, активнее, потому что такой возможности. Скоро-нибудь, пожалуйста. Скажите по вашим стандартам, как у вас принято после кровотечения большого? Начинают ли новые антикоагулянты или специализации? Could you comment station with according to your national standards? Do you recommend to restart the therapy with NOACs after big injury according to your standards? Okay. This is an observational study, and the results indicate that NOAC patients who restart a NOAC perform similar to patients who would restart warfarin. So you could either choose NOAC or warfarin, I would say. Ну, то, что показывали, это были обсервационные данные, но мы исходим из того, что можно начинать терапию после большого события, травмы, как новыми оральными антикоагулянтами, так и традиционными оральными антикоагулянтами. But maybe a NOAC could be easier to handle for a patient because you will not have to keep an eye on the INR, and also you have to monitor, and maybe the patient takes several other medications and there's an interaction risk you have to consider as well. Ну и естественно удобнее может быть введение пациентов на новых оральных антикоагулянтов, потому что вам не нужно следить за показателями МНО и учитывать некоторые межлекарственные взаимодействия. And interesting, I think, is that we found that patients who suffer from dementia, they resumed a NOAC. The probability of resuming a NOAC was higher among those patients than patients that resuming warfarin. Вот интересные данные, которые, хочу сказать, которые они показывали, что, например, пациенты с деменцией, им чаще возобновляют терапию новыми оральными антикоагулянтами, чем варфарином. That's a very good question. And Очень хороший вопрос. we don't have the exact answer, at least not yet. У нас, к сожалению, нет ответа на этот вопрос, по крайней мере, сейчас. Я прошу прощения, да, ну тут. Вопрос был такой, в какие сроки возобновлять терапию антикоагулянтами после травмы и в соответствии с какими клиническими рекомендациями?
but I would recommend you would have to talk with the patient and use the shared decision making, and you will have to also take a look into the patient. Are you afraid that the patient will have a major bleeding, or do you think the patient will have suffer a stroke, and you have to wait that for the specific patient? It's a hard question. Это очень острый и тяжелый вопрос, на него нет прямого ответа. Здесь нужно подходить индивидуально в каждом случае. Особенно надо учитывать не мобильность, неподвижность этого пациента. Это будет таким мощным фактором, который будет лимитировать, наверное, использование. После кровотечения, будет вопрос после травмы, после кровотечения. Когда возобновлять? Вопрос был так, когда необходимо возобновлять антитромботическую терапию после гастроинтестинального кровотечения. Maybe Professor Gislason could help us to answer all the questions. We still, to give the perfect answer to that question would be to make a randomized controlled trial. Our study showed the patients who had restarted oral anticoagulation within 90 days after the gastrointestinal bleeding had better outcomes. Для того, чтобы четко ответить на этот вопрос, нужно провести проспективное исследование. Но по данным нашего ретроспективного исследования, наибольшая выгода в плане эффективности и безопасности была в том случае, когда пациент возобновлял терапию через 90 дней, то есть через 3 месяца после состоявшегося большого желудочно-кишечного кровотечения. But I read a smaller study, and that was also observational, and they indicated restart within 6 weeks. Но я вас хочу проинформировать, что есть небольшие исследования, которые показали, меньше, чем наши, которые показали, что также безопасно возобновлять терапию через 6 недель после состоявшегося желудочно-кишечного кровотечения. And in some cases, maybe even after a week. В некоторых случаях, но это индивидуально, естественно, и через неделю. But it of course depends on the patient's condition. You will have to wait that. Но все зависит от состояния пациента, вам нужно взвесить эти риски. Через какой период, возобновление после лечения гастроинтестинального кровотечения, через какой период надо делать контроль желудочно-кишечного тракта по ГДС? Через какой период? Месяц, 2-3, периодичность, если есть проблемы с желудочно-кишечным. Вопрос был слышен, да? Well, we could see that all patients almost had a gastroscopic procedure done after the gastrointestinal bleeding. And so how many times to do it? Well, you have to make sure that the patient is not bleeding, and you could also, this is a very hard population, so you would probably have to again consider the patient. Was it a severe bleeding or was it a smaller bleeding? Как вы видите, у нас по нашим стандартам и по исследованию всем пациентам после состоявшегося кровотечения выполнялась хотя бы однократно гастроскопия. Дальше решение о повторной гастроскопии, то есть для наблюдения за этими пациентами, зависит от того, было ли это малое кровотечение или это было большое желудочно-кишечное кровотечение. But as I said, in this population, nearly all patients had at least one gastroscopic procedure done. Но я хочу сказать, что в этом исследовании, оно исходит из реальной практики, каждый больной имел хотя бы один раз гастроскопию.
I have it here. Хочу вам показать еще раз. Yeah, okay. At least, yeah. See, 91%. Yeah. So these are the numbers. 91% больных It's very small. I'm sorry. получили гастростерапию. Если, допустим, пароксизмальная форма фибрилляции, были эпизоды 1 или 2 или 3, надо назначить? Если было 2 эпизода? Да, 2 пароксизмальная форма. So, this is a very practical question. Do you recommend to start antithrombotic therapy in case the patient has only 1 or 2 episodes of lateral circulation, like every 5 час? Вопрос заключался в том, нужно ли назначать антикоагулянтную терапию пациенту, у которого было всего 1 или 2 эпизода фибрилляции при сердце. Well, I definitely recommend that you will have to score the patients according to the TETS-VAS score. And if the patient score 1 or more, the guidelines say the patient should be treated with a NOAC or warfarin. But of course, the risk is very low among patients who would only have a TETS-VAS score of 1. As Professor Gustafsson showed previous. But if it's a very young person and the person has an infection that has maybe caused one incident of atrial fibrillation. Ответ на этот вопрос у меня достаточно четкий. Решение о назначении оральной антикоагулянтной терапии мы принимаем только на основании риска ЧАД-СВАС. Как показывал профессор Гислсон, что если риск по шкале ЧАД-СВАС 1 или более, то мы обязаны начать терапию оральными антикоагулянтами, невзирая на количество событий. Но на что я хочу обратить внимание, что если это могли быть события фибрилляции предсердия вследствие устранимых причин, ну, например, инфекция, которая вызвала развитие одного эпизода фибрилляции предсердия. В этих случаях, конечно, решение оральной антикоагулянтной терапии нужно подождать. But the TETS-VAS score is very easy to use, and you can get it as an app and very easy score patients, and they should be treated with all anticoagulation. Да, но еще раз хочу подчеркнуть, что шкала ЧАД-СВАС – это самый главный механизм, по которому мы определяем показания к назначению оральных антикоагулянтов. Спасибо большое за очень интересный доклад. У меня вопрос: какой процент благополучной Дании пациентов принимает варфарин с неклапанной фибрилляцией предсердия? So, the question is the percentage of patients who receive warfarin with no valve circulation in them. How many patients still receive warfarin in them? No, non-valve arterial fibrillation. Oh yes, okay. Well, one of I supervise a medical student, and he's doing a study, and he found out that patients are not being treated that often more with warfarin, and more patients are being treated with NOAC after the introduction of NOACs. But still, we have a problem in Denmark that only 60% are being treated with oral anticoagulation among patients with atrial fibrillation. And that's the data for 2015. You mean 60% on warfarin? Patients with atrial fibrillation are treated with oral anticoagulation. And how many on warfarin? And how many on warfarin? Well, how many is that? I think it's going down, and more patients are being treated with NOAC. I would say 10-15%.
Apixaban is the most used NOAC in all antibiotics. Да, но у меня есть студент, который делает вот примерно работу, который отвечает на ваш вопрос. В целом у нас из всех популяций пациентской фибрилляции предсердий в Дании 60% больных получают терапию оральными антикоагулянтами. Из этих 60% примерно 15% получают терапию варфарином. 40% was treated with apixaban. А 40% пациентов в 2015 году получали апиксабан в Дании. In particular, elderly people are treated with apixaban. И в основном это пожилые пациенты. Professor Giselson, please come to us because we have 2 questions, especially for you. Алкоголь неустранимый фактор и среди наших пациентов. Антикоагулянты, если мы используем очень маленькие дозы оральных антикоагулянтов. Okay, thank you. I think that's a very important issue. And what we know is that for the low dosages of the oral anticoagulants, the bleeding risk is very similar as for the high dosages. So I think Это очень важный вопрос, и на самом деле, по большому счету, риск кровотечения, он примерно одинаковый, что на маленьких разрешенных, что на больших разрешенных дозах оральных антикоагулянтов. So I don't think you will gain so much. I think you will give the patients insufficient protection from thrombosis. Я думаю, что, скорее всего, это неправильная опция будет, потому что вы пациенту тем самым значительно снизите эффективность в профилактике тромбоэмболических событий. And you won't gain so much in a lesser risk of bleeding. So И вы не получите эффекта по снижению риска кровотечения, по крайней мере, как показывает данный so at least I think that we should keep to the dosages that are recommended. That is 110 at least for dabigatran and 15 milligrams for Я думаю, что правильнее всего следовать действующим рекомендациям. Это в случае высокого риска кровотечения использовать 110 мг для дабигатрана 2 раза в сутки или 15 мг для ривароксабана. И 2,5 мг для апиксабана. So actually in the US they don't have that 110 milligram dose. They have 75 milligrams or 150. So there is no evidence for the 75 milligram doses for dabigatran for thromboprophylaxis. So it's a very strange decision from the FDA in the US. Да, вот это интересные данные, что, например, в США нету дозировки дабигатрана 110 мг. У них есть дозировка 150 и 75. И анализ показывает, что 75 мг не снижает риск кровотечения, но при этом значительно повышает риск тромболических событий. И он не понимает, зачем зарегистрирована такая дозировка в США для профилактики фибрилляции предсердий. Еще, коллеги, вопросы? Коллеги, последняя возможность, потому что мы тогда пойдем на перерыв. Есть? Давайте, пожалуйста. Да. Более низкие дозы используются, и вот не анализируя эффективность
безопасным. А вот эффективность вы смотрели, что вы смотрели? Вот то, что вы представляете. Вопрос звучит в том, смотрелась ли, изучалась ли эффективность чего? И все-таки мы можем ли быть лучше безопасным за счет естественного использования низких доз реальной практики, врачи согласованы перестраховывают назначать более низкие дозы. Поэтому мы получаем вроде бы лучшую безопасность, а эффективность нам не представить. we need to stratify cases. I think it's important that we like always balance the benefit and risk of treatment. And I think the main message is that we use therapeutic dosages that we know that are evidence-based as effective for thromboprophylaxis. And if the patient has a high bleeding risk, has a high HAS-BLED score, then we of course should use the lower dosages, but I don't believe in that we should go under the dosages that are evidence-based. If you're thinking about 2.5 or 5 milligrams rivaroxaban. Я считаю, что главным руководящим принципом у врача при назначении терапии должен быть все-таки риск тромбоэмболических осложнений. И исходить мы должны из эффективных дозировок, которые реально смогут предотвратить это тромбоэмболическое осложнение. Если у пациента высокий риск кровотечения, то нужно уменьшать дозы оральных антикоагулянтов, но я настоятельно не рекомендую снижаться ниже рекомендуемых низких доз, то есть 2,5, 110 или 15 для ривароксабана, потому что у нас нет убедительной доказательной базы, что это может быть эффективно в плане профилактики тромбоэмболических осложнений. And I think we need to look at the different types of NOACs, and we know that there is some evidence that apixaban is very safe in the elderly. In our own study, we see that apixaban seems to have the lowest bleeding risk. It fits very well with the result from the Aristotle trial. So that could be the drug of choice in a patient that has a high bleeding risk, maybe in the low dosage interval, but still in the therapeutic dosages. Я думаю, что лучше всего это выделять отдельные преимущества разных имеющихся оральных антикоагулянтов. Так вот, например, мы фактически в своем исследовании подтвердили данные проспективного исследования Аристотеля, показали, что апиксабан все-таки среди всех новых оральных антикоагулянтов представляется наиболее безопасным у пожилых пациентов. You need also to have in mind that the risk of bleeding is much lower compared to the risk of stroke. So and the consequences of stroke, because mostly they are ischemic strokes, is much more disabling than maybe a gastrointestinal bleeding or other kinds of bleeding. То есть я просто хочу вас призвать к пониманию того, что на самом деле, по большому счету, риск кровотечения на фоне оральных антикоагулянтов, он намного ниже, чем возможный риск развития инсультов без антикоагулянтной терапии. Спасибо большое. Thank you very much for our guests. Сейчас у нас перерыв, кофе-брейк. Мы немножко Кушали и попросили обязательно ответить. Вопрос звучал так: какой аспирин
какую форму ацетилсалициловой кислоты предпочитают использовать в Дании. Usually, the most common aspirin we use in Denmark is the non-coated aspirin, 75 milligrams daily. We have the intro-coated, it's in 100 milligrams dosages in Denmark, but it's approximately 10% of the aspirin is coated. Мы используем преимущественно не энтерик покрытую ацетилсалициловой кислоту. Это дозировка 75 миллиграммов. У нас есть в зарегистрированном в стране энтерик покрытый аспирин, но процент назначения составляет 10%. And for patients with that like a risk of gastrointestinal ulcer or have previous history of gastrointestinal ulcer, we usually believe more in to combine it, the aspirin with a proton pump inhibitor to protect them from ulcer. Мы больше верим в то, что если у пациента есть риск гастроинтестинальных осложнений, то пациенту нужно назначить не энтерик покрытую форму и к ней добавить ингибитор протонной помпы. Это будет более эффективно. I think it just illustrates that I think it's not based on any evidence. It's like a tradition or a common practice in Denmark to do it that way. So I don't think there is any other reason for it. Я не могу сказать, что у нас есть какая-то жесткая доказательная база относительно этих действий, но это наша практика, мы так считаем нужным и так делаем у себя в стране. So in the proton pumps inhibitors And then we put them on a permanent proton inhibitor treatment because it's a permanent treatment also with aspirin. Да, мы назначаем ингибиторы протонной помпы на весь период использования ацетилсалициловой кислоты, ну то есть пожизненно, если у пациента есть гастроинтестинальный риск. And just to go back to atrial fibrillation, and I hope that you know that for thromboprophylaxis in the atrial fibrillation population, we don't use aspirin at all. Я хочу еще раз вернуться к проблемам с фибрилляцией предсердия и сказать, что мы, в общем-то, не пользуемся ацетилсалициловой кислотой для профилактики тромболических осложнений в больнице с фибрилляцией предсердия. Yeah, because the bleeding risk for aspirin is very similar as for warfarin or the oral anticoagulants. So you don't gain any benefit on the bleeding risk, but you give patients insufficient thromboprophylaxis with aspirin alone in atrial fibrillation. То есть надо понять, что по большому счету риск кровотечения на фоне приема монотерапии ацетилсалициловой кислотой будет примерно сопоставим, как ни странно, с риском кровотечения на фоне оральных антикоагулянтов, но при этом вы не обеспечите должной тромбоэмболической защиты. And for patients with ischemic heart disease, with a stable ischemic heart disease, there is usually no reason for combining an oral anticoagulant with an antiplatelet. Then we just give them warfarin or a NOAC alone without any antiplatelet therapy, at least in a stable ischemic heart disease. А у пациентов со стабильной ишемической болезнью сердца мы и наличием фибрилляции предсердий мы предпочитаем назначать монотерапию оральными антикоагулянтами. Thank you very much.